Привет всем любителям геометрии. Ваша любимая задача на построение дана окружность, ее центр и точка на окружности. Требуется при помощи одной линейки, односторонней, без делений, провести, построить касательную к окружности, которая проходит через точку К. Тот скажет, дело совершенно простое, придвинул линеечку вплотную к окружности и провел через точку К прямую. Ну а что гарантирует, что это будет касательное? Вот я скажу, нет, нужно чуть-чуть повернуть на 1/100 градуса вашу прямую, и тогда она станет точно касательной. А кто-то скажет, нужно по часовой повернуть. И мы поспорим, может, даже подеремся. Чтобы не драться, давайте посмотрим, как математически правильно построить касательную при помощи одной линейки. Вот полгода назад у меня вышел ролик нахождение центра окружности при помощи двухсторонней линейки. Двухсторонняя линейка – это пара параллельных прямых с заданным расстоянием между ними. И задача вызвала огромный интерес, почему-то 650 тысяч просмотров, для меня это очень много. До сих пор приходят комментарии, даже сегодня пришли 2 комментария. Там ребята строят касательную к окружности при помощи одной линейки. Это невозможно сделать, если неизвестен центр этой окружности. Вот сегодня у нас центр известен, и мы покажем, как при помощи одной линейки можно построить касательную к этой окружности. Давайте вспомним, во-первых, что такое касательная к окружности. Касательная – это прямая, которая имеет с окружностью только одну общую точку. Если две – это уже секущая. И вот строится касательная на основании признака. Касательно есть такая теоремка, посмотрите. Если прямая какая-то проходит через конец радиуса, лежащий на окружности, и перпендикулярна этому радиусу, она является касательной. Вот эта теорема гарантирует. Нам нужно через точку К провести прямую, перпендикулярную радиусу ОК при помощи одной линейки. Вообще говоря, в 7-8 классе в школе эта задача решается при помощи циркуля и линейки. Сейчас я покажу, как это делается. Допустим, вот у нас этой прямой нет, вот, и нужно построить эту касательную. До этого продолжают этот радиус. Чуть-чуть криво, давайте чуть ровнее. Вот так, да, до прямой. И через точку К проводят прямую перпендикулярную прямой ОК. При помощи циркуля, посмотрите, ставится ножка циркуля в точку К, проводится вот такая дуга, из полученных точек делаются засечки одним и тем же радиусом, получается точка М, и вот теперь прямая МК, согласно нашей теореме, признаку, гарантированно будет касательной. Все, мы построили, решили эту задачу. Вот это касательное. Но это циркулем и линейкой. А нам нужно одной линейкой. Поэтому будем поступать похожим образом. Вообще говоря, в голове у любителя математики построение касательной иногда представляется следующим образом. Есть тарелочка, перевернутая вверх дном. Ну и линейку мы вплотную подводим к этой тарелке. Дело в том, что кромка тарелки не позволяет линейке продвигаться внутрь тарелки и становиться секущей. Поэтому физически здесь действительно получается у нас касательная, если мы проведем прямую вдоль линейки. Но у нас на плоскости дело обстоит иначе. У нас точка не имеет размеров, прямая не имеет толщины, и окружность не имеет толщины. Поэтому мы будем поступать математически правильно. Посмотрите, мы проведем радиус КО и продолжим его даже до диаметра. Вот так. Я строю первым действием диаметр КН. Что дальше? Я хочу построить хорду перпендикулярную этому диаметру, чтобы потом через точку К провести параллельную к этой хорде. А как построить хорду перпендикулярную диаметру при помощи одной линейки? Тут нужно вспомнить так называемую задачу Мишустина. Дважды она была на нашем канале. Как из точки опустить перпендикулярный диаметр. Вот я возьму точку вне окружности и соединю с концами диаметра. Одной линеечкой, верно? Я получаю треугольничек. КЕН. Все. Дальше я провожу 2 хорды. Для тех, кто не помнит той задачи Мишустина, я провожу 2 хорды. При помощи одной линейки это запросто можно сделать. А поскольку вписанный угол, опирающийся на диаметр прямой, я получаю 2 высоты этого треугольника. А так как все 3 высоты пересекаются в одной точке, я провожу вот
этот отрезок через точку Е и точку пересечения двух высот. Вот это третья высота, видите? Я продолжу ее до хорды, которая будет перпендикулярна нашему диаметру. Вот я розовым цветом, жирным, эту хорду и обозначу. А остальное все лишнее уберу. Остальное все лишнее уберу. О, у нас получился диаметр ПТ. А дайте тем же черным и не жирным. Говорят, не жирный лучше. Напишите, действительно ли не жирный нормально смотрится. Вот, мы построили хорду перпендикулярную диаметру. Известно, что диаметр перпендикулярной хорде делит эту хорду пополам. Получается М серединка хорды. И теперь я вспоминаю задачу номер 1 из предыдущих роликов наших. Мы много раз ее показывали. Задача номер 1. Как построить через точку параллельную к отрезку, если известна середина отрезка? Вот я сейчас покажу это для тех, кто, может, не смотрел. Вот через левый конец эту точку провожу прямую при помощи одной линейки. Беру произвольную точку, соединяю с серединой отрезка, с дальним концом этого отрезка и соединяю вот эту точку и это. Получается воображаемая диагональ трапеции. Теперь эта точка и точка пересечения диагонали. И вот так, и все, дело сделано. Я построил одной линейкой прямую L, которая параллельна отрезку АБ. L параллельно АБ. Таким образом, я использую здесь теорему о 4 замечательных точках трапеции. Точка пересечения продолжений боковых сторон трапеции, точка пересечения диагонали и середины основания лежат на одной прямой. Это профильный уровень, 8, ну, может, 9 класс. Ну, скорее всего, 8 класс. Таким образом, при помощи этой задачи я и проведу через точку К параллельную к ПТ. Посмотрите, я сделаю это еще раз, чтобы всем было все понятно. Вот через точку П и К провожу прямую. Произвольная точка соединяется с центром и концом отрезка. КТ, воображаемая диагональ трапеции, и вот так. О, раз. И я получил точку F. И теперь моя прямая уже может быть построена, параллельная ПТ. Вот через точку К и эту точку, давайте обозначим ее какой-то буквой. Через точку К и F я провожу эту прямую. Вот. КФ. Ну, нормально. Ну, будем считать, что нормально. Все, я построил касательную. Вот это и есть у меня касательная. Касательная. Сейчас объясню это очень быстро. Значит, у нас получается, что ПТ мы построили перпендикулярно диаметру. Перпендикулярно диаметру КН. Это было первое действие. А потом построили КФ. КФ параллельно ПТ. Ну, если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна некоторой прямой, то и вторая перпендикулярна этой прямой. Получили, что КФ теперь перпендикулярна КН, и значит ОК. И по признаку прямая, которая проходит через конец радиуса, лежащий на окружности, и перпендикулярна этому радиусу, является касательной. Значит, КФ – это искомая касательная. Искомая касательная. Сейчас все уберу, чтобы подчеркнуть, какие действия все-таки мы сделали, такие крупные действия. Первым шагом что мы сделали? Вспоминаем. Мы построили диаметр одной линеечкой, правильно? Потом при помощи задачи Мишустина построили хорду перпендикулярную этому диаметру. И при помощи вот этой задачи номер 1 мы построили нашу касательную таким третьим крупным действием. Ну что ж, я рад, что вы досмотрели до конца. Довольно приличный ролик, приличная математика, но вы у меня большие молодцы. Спасибо всем за подписки, за лайки. До новых встреч, всего хорошего. С вами был Валерий Казаков. Пока.